Всем привет! Сегодня готовлю сразу 3 вида пирожков без дрожжей на сковороде и в духовке. 3 разных теста и 3 начинки. Все готовится быстро и очень просто. Я хочу поделиться с вами рецептом очень вкусных, сочных беляшей с мясным фаршем. Для приготовления теста мне понадобится в миску вливаю теплый кефир. Я его предварительно даже слегка подогрела. Примерно до температуры 36-38 градусов. Добавляю 1 желток, соль и сахар и растительное масло. Лучше всего использовать растительное масло без ярко выраженного запаха, рафинированное. Хорошо все перемешиваю. Теперь постепенно просеиваем муку. Сначала просею примерно половину и добавлю соду. Не добавляйте соду в кефир, иначе произойдет реакция, и тесто уже не получится таким пышным и воздушным. Перемешиваю лопаткой. Просеиваю оставшуюся муку. Муки может уйти разное количество, так как и кефир разный, и мука также везде разная. Смотрите по консистенции теста. Дальше домешиваю тесто руками. Немного домешу его на столе. Слегка подпыляю рабочую поверхность мукой. Посмотрите в итоге, какое тесто должно получиться. Оно очень нежное, мягкое. Если я сейчас начну его еще вымешивать, оно снова начнет прилипать к рукам. То есть тесто должно быть на грани липкости. Миску слегка смазываю растительным маслом и тесто также. Перекладываю его в миску. Посмотрите, какое оно получается нежное, очень мягкое. Закрываю его сверху пленкой и оставлю отдохнуть минут на 10-15. Для приготовления начинки мне понадобится для начинки я использую фарш ассорти. У меня половина фарша свиного, половина говяжьего. И также много лука. Лука примерно столько же, сколько и фарша. Мелко его порежу. Лук я не рекомендую измельчать в блендере, а просто мелко порезать. Тогда фарш получится очень сочный и вкусный. И в нем не будет слишком много вот такого лукового сока. Добавляю соль, перец. Безусловно, соль, перец и другие специи добавляйте по своему вкусу. Сушеный чеснок и сушеный кориандр. Хорошо все перемешиваю. Для того, чтобы понять, какой фарш получился на вкус, я немного фарша отбираю и отправлю в микроволновку. И попробую. Не рекомендую пробовать сырой фарш. Начинка готова. На моем канале около 1500 рецептов вкусных блюд. Чтобы легко найти нужный вам рецепт, просто напишите в поиске YouTube такую комбинацию: Люда Easy Cook и название блюда. Или Люда Easy Cook и любое слово по теме рецепта. Рабочую поверхность слегка смазываю растительным маслом. Беляши я буду формовать на растительном масле, не на муке, чтобы она потом не обгорала при жарке беляшей. Тесто отдохнуло, стало еще более нежным и мягким. Разделю его на 12 равных частей. У меня будет 12 беляшей. Каждый кусочек примерно по 63-64 грамма. Все кусочки подкатываю в шар. Безусловно, вы можете разделить тесто на меньшее количество кусочков, чтобы беляши были более крупные. Но мне кажется, так они получатся более аккуратные. Я делаю их такого среднего размера, и они быстрее будут обжариваться. Тесто накрываю сверху пленкой и оставлю отдохнуть минут на 5. Формую беляши. Руки и рабочую поверхность слегка смазываю растительным маслом. Беру кусочек теста, выкладываю его нижней стороной вверх и растягиваю в круглую лепешку, причем стараюсь центр сделать потолще, а края чуть тоньше. Выкладываю начинку и защипываю края. По кругу делаю вот такие защипы. Хорошо скрепляю тесто. Получается вот такой беляш.
Я его слегка прижимаю, делаю более плоским, тогда он будет быстрее обжариваться. Перекладываю его на смазанную маслом доску и формирую следующее. Я поставила разогреваться сковородку. Наливаю достаточное количество растительного масла. Оно должно доходить фактически до середины беляша. Во время обжаривания масло не должно быть слишком горячим, чтобы беляши успели проготовиться внутри. И сейчас дырочкой вниз выкладываю беляши в разогретое масло. Огонь делаю чуть ниже среднего и с каждой стороны обжариваю их примерно по 4-5 минут до красивого золотистого цвета. Когда вы выкладываете беляши дырочкой вниз, мясо как бы запечатывает его, и масло не попадает внутрь. Поэтому я не рекомендую беляши по несколько раз переворачивать туда-сюда. Обжариваем просто на небольшом огне с одной стороны, а затем переворачиваем на другую. Посмотрите, как замечательно тесто увеличилось в объеме. Я сейчас беляши переворачиваю. Они получаются такие румяные, красивые. Действуем очень аккуратно, чтобы не обжечься. Обжариваю беляши со второй стороны, и больше я их переворачивать уже не буду. Первая партия беляшей обжарилась, и я их снимаю на тарелку с бумажными полотенцами. Обратите внимание, здесь внутри прозрачный сок. Беляши хорошо прожарились. И, конечно, я сразу обжариваю следующую партию беляшей. Беляш немного остыл, и я сейчас его разрежу и покажу, какой он получается внутри. Мясо хорошо проготовилось, и обратите внимание, какое здесь шикарное тесто. Оно такое воздушное, очень пышное. Никогда не скажешь, что это тесто без дрожжей. И посмотрите, сколько сока вытекает из беляшей. Они очень сочные и невероятно вкусные. Уверена, от таких беляшей никто не сможет отказаться. А готовятся они быстро и просто. Я хочу поделиться с вами великолепным рецептом пирожков на картофельном тесте на кефире без дрожжей с начинкой с зеленым луком и яйцом. Тесто получается воздушное, пышное, и у него реально такой замечательный картофельный вкус, который прекрасно сочетается с начинкой, с луком и яйцами. Для теста мне понадобится отварной картофель. Здесь у меня 3 средние картофелины, вес без кожуры примерно 300 граммов. Разрезаю на небольшие кусочки, перекладываю в кастрюлю, заливаю водой. Добавляю немного соли и отвариваю до готовности. И также для приготовления теста мне еще понадобится картофель отварился. Перекладываю его в миску. Хорошо его разминаю толкушкой. Делаю картофельное пюре. Добавляю кефир и сметану. Хорошо перемешиваю, и как раз картофель немного остынет. Он сейчас уже не горячий, и я добавляю сюда яйцо. Также добавляю соль и хорошо перемешиваю. И в полученную массу просеиваю муку и соду. Муку добавляю постепенно, ее может понадобиться больше или меньше. Надо ориентироваться на консистенцию теста. Домешиваю тесто руками. И сейчас я немного вымешу тесто на столе. Оно должно получиться нежным, буквально на грани липкости. Если сейчас его еще больше помесить, оно снова начнет прилипать к рукам. Всего в тесто у меня ушло 500 граммов муки. Миску подпыляю мукой, перекладываю тесто, накрываю пленкой и оставляю отдохнуть на 15-20 минут.
Для приготовления начинки мне понадобится мелко порежу большой пучок зеленого лука. Конечно, я его предварительно хорошо помыла. Перекладываю его в большую тарелку. Лук солю, добавляю черный перец и заливаю растопленным сливочным маслом. Хорошо перемешиваю. От соли и масла лук станет мягче. Мелко режу отваренные вкрутую яйца. Добавляю к луку и хорошо все перемешиваю. Попробуйте начинку на вкус, чтобы хватало соли и перца. Стол хорошо подпыляю мукой, так как это картофельное тесто довольно липкое. Достаю его из миски, сверху также подпыляю мукой и разделю на кусочки. Каждый кусочек примерно по 87 граммов. У меня получится 12 пирожков. Все кусочки теста подкатываю в шар. И так как тесто липкое, не бойтесь дополнительно пользоваться мукой. Шарики теста слегка подпыляю сверху мукой и закрою пленкой, чтобы тесто не заветривалось. И сразу начинаю формовать пирожки, начиная с кусочка, который я подкатывала первым. Беру кусочек теста, переворачиваю его и растягиваю в лепешку. Примерно толщина получается около 3 мм. Формовать пирожки я буду также на муке, хотя обычно жареные пирожки я люблю формовать на растительном масле. Но здесь получается такое достаточно липкое тесто, поэтому я это делаю на муке. Выкладываю начинку, пальцы окунаю в муку и соединяю тесто. Стараемся хорошо защипнуть край. Вот таким образом приглаживаю. Пирожок переворачиваю, его немного придавливаю. Делаю его более плоским. Получается вот такой пирожок. Выкладываю его швом вниз на слегка подпыленную мукой доску и формую следующее. Ставлю разогреваться сковородку и наливаю растительное масло. Масло должно доходить примерно до середины пирожка. Проверяю, разогрелось ли масло. Идут пузыри, масло разогрелось. Перед тем, как выкладывать пирожок на сковородку, постарайтесь стряхнуть все излишки муки, чтобы она не обгорала в масле. Выкладываю пирожок швом вниз. Огонь надо сразу сделать тише, чтобы пирожки успели прожариться. И теперь на среднем огне обжариваю пирожки с каждой стороны примерно по 3-4 минуты до красивого золотистого цвета. Пирожки я буду по несколько раз переворачивать туда-сюда, чтобы они красиво подрумянились. Посмотрите, какие пирожки получаются пышные, как они здорово увеличиваются в объеме. Они у меня уже обжарились. И я снимаю их на тарелку с бумажными полотенцами. Пирожки просто шикарные. Видите, какое здесь пышное тесто. Но разве скажешь, что оно бездрожжевое и на картофеле. Аромат, конечно, просто потрясающий. Сразу же отправляю обжариваться следующую партию пирожков. Посмотрите, какие пирожки получаются пышные. Тесто хрустящее, пока еще горячее. Как здорово! И много начинки. Готовлю вкусные слоеные пирожки-трубочки с мясной начинкой. Пирожки получаются хрустящие, слоеные, внутри много сочной мясной начинки. Для приготовления теста мне понадобится: просеиваю в миску муку, добавляю соль, перемешиваю и теперь я вливаю растительное масло. Используйте растительное масло без ярко выраженного запаха, рафинированное. Перетираю масло с мукой, должна получиться такая своеобразная крошка. И теперь постепенно вливаю воду.
Корректировать консистенцию теста будем именно водой. Мне понадобилась вся вода, все 150 мл. Тесто вот таким образом я собрала в один ком. Перейду к замешиванию на столе. Вымешивать буду примерно 3-4 минуты, чтобы оно стало таким однородным, более гладким и эластичным. Видно, что тесто как будто такое слоеное. Это из-за того, что в нем много масла. В итоге должно получиться вот такое средней плотности тесто. Перекладываю его обратно в миску, закрою пленкой и оставлю отдохнуть минут на 10-15. Для приготовления начинки мне понадобится репчатый лук, порежу мелкими кубиками. Я поставила разогреваться сковородку. Наливаю немного растительного масла и добавляю сливочное. Выкладываю в сковородку лук и обжариваю до красивого золотистого цвета. Лук я немного солю и добавлю 1 чайную ложку тимьяна. Прогреваясь в масле, тимьян отдаст больше своего аромата. Лук обжарился, снимаю сковородку с плиты. Для начинки сегодня я использую мясо говядины, отварное. Разрежу его на небольшие кусочки. Безусловно, для начинки вы можете использовать и отварную свинину. Мясо я буду измельчать при помощи мясорубки. К мясу добавляю обжаренный лук и сразу я волью немного бульона, в котором варилось мясо, так как говядина достаточно сухая, а я хочу, чтобы начинка получилась сочной. На мелкой терке натру 2 отварных яйца. По вкусу добавляю соль. Когда мясо я отваривала, я также добавляла немного соли. Добавляю черный перец и чайную ложку сушеного чеснока. Хорошо все перемешиваю. Я вижу, что начинка еще немного сухая, добавлю бульон. Обязательно все надо попробовать на вкус, чтобы хватало соли, перца и других специй. У меня начинка получилась сочная. Как видите, мясо в руках не распадается и очень вкусная. Буду формовать пирожки. Отдохнувшее тесто разделю на 14 частей. Раскатываю его вот в такой валик и делю на части. Каждый кусочек получается примерно по 44-45 граммов. Все кусочки теста я подкатываю в шар и немного расплющиваю. Так их легче потом будет раскатывать. И тесто закрываю сверху пленкой, чтобы не заветривалось. И теперь формую пирожки. Беру кусочек теста, раскатываю его скалкой в тонкую прямоугольную лепешку. Раскатываю как можно тоньше. Тесто здесь очень податливое и хорошо раскатывается. Я вообще очень люблю работать с этим тестом. Пирожки с ним получаются вкусные. Их можно делать и сладкими, и не сладкими. У меня на канале уже есть пирожки с таким тестом и с капустой, и с сыром, и с яблоками. Тесто я раскатываю очень тонко, оно буквально все просвечивается. И как видите, для того, чтобы его раскатывать, абсолютно не нужна мука. Оно совсем не прилипает. Также я подготовила немного воды, чтобы склеивать край теста. Выкладываю начинку и закручиваю все в рулетик. Поджимаю, закрываю края. Здесь край слегка смачиваю водой и закручиваю трубочку. Можно тесто слегка подтягивать, чтобы получилось больше слоев. Получается вот такой пирожок. Сформированные пирожки швом вниз выкладываю на противень. Я его выстелила пергаментной бумагой. Выкладываю на небольшом расстоянии друг от друга, так как эти пирожки не увеличиваются в объеме. У меня на противень как раз поместились все 14 пирожков. Чтобы пирожки получились румяными, сверху я их смажу желтком. В желток я не добавляю ни молоко, ни воду, так как это тесто довольно плохо подрумянивается. А я хочу, чтобы пирожки получились такими яркими. И сверху для красоты я присыплю пирожки семенами льна. Можно также присыпать кунжутом, белым, черным.
Как вам больше нравится? Пирожки я отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 210 градусов духовку примерно на 20 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Пирожки испеклись. Они получились такие румяные и очень красивые, а аромат просто потрясающий. Оставляю их немного остыть.